Доброе утро, друзья. Вчера я приехал, вам ничего не показывал. Вот он, этот дом. Но сегодня я с утречка встал и начал тут уже наводить порядки. Это я подоставал полки с мастерской или с кладовки, как она называется, доски. Вот выложил. Вот так вот выглядит дом. Хозпостройки вот это вот пошли все. Сейчас мне первоначальная задача стоит. Нужно как-то загнать машину. А машину нужно загнать. Вот они, ворота были когда-то. Видите? Вот они. Вот соседний дом здесь. Тут вот так домики настроенные. Это здесь раньше жила одна семья. Ну, изначально, давным-давно заселилась сюда. Ну и у них начинали появляться дети. И они начали детям рядышком строить дома. Так это было зачастую на Западной Украине. Все строили рядышком домики. Вот. А вот сразу выходишь и сразу поехали в гору от дома. Видите? Вот один ручеек внизу течет. Их называют потычок. Здесь вот выше гора пошла. И вот тоже. То есть мы, получается, тут как будто в ущелье. Сейчас зайду наверх и сниму вид сверха. Фух. И вот открывается такой вид. А село вон внизу. Вон вдалеке виднеется церковь. Это тоже сельская. Очень крутая. Градусов, наверное, под 45 спуск. Я не знаю, как тут машины заезжают. Тут еще дорога такая глинистая. Вот один ручеек с этой стороны с гор стекает. А с этой стороны другой ручеек. Это уже с моей стороны. Со стороны моего дома. И вот он такой здесь потычок тече. Бачите? Ну тут воды так, будем говорить. Ну ручей, но он не пересыхает круглый год. И зимой, и летом, и в засуху он течет всегда. Значит, тут это центральный вход. А это еще дополнительный вход. Здесь, как вроде бы сказать, мастерская или что-то такое. Можно сделать еще одну комнату. Тоже здесь большая комната, как вы видите. Вот она. Здесь я уже, как вы догадались, привез свой инструмент кое-какой. Вот, и я надеюсь еще что-то здесь сделать. Но в конкретном случае сейчас мне нужно сделать въезд машины, чтобы я мог заезжать вот сюда, в эту хозпостройку. Здесь, конечно, здесь вот в этой постройке был коровник. Здесь коров люди держали. Ну тут все брошено. И кот здесь. Тут уже ну, все погнило, надо менять. А вот здесь... Ну а тут, как вы видите, все захламлено. Это ли амбар или сенник был какой-то здесь, я смотрю. Но захламлено все здесь полностью. Надо все расчистить и загнать сюда машину. Что видите, вот это вот бревна лежат наверху, и наверху сено. Опа, вот она. Тут сенник был. И тут сено надо сверха убрать, чтобы оно не сыпалось на машину. А вот видите, крыша, то под домом уже крыша. Он пошел как квадратик. Вот это вот еще крыша сенника, или как его правильно назвать. В общем, такого амбара большого. А тут дальше пошел уже дом туда.
Вот он, как делали инструмент. И весь такой. Сейчас покажу вам дальше, что здесь имеется. Вот такая вот прялка, друзья. Это вообще, я вижу такое в первый раз, такую прялочку. Вот. Это просто супер. Никогда я такого раньше не видел. Немножко пострадала. Видите, уже колесо тут рассохлось немножко. Ну, это супер. Я такого еще не видел. Вот. Но покажу вам еще одну вещь. А вот она и вещь. Смотрите, друзья. Это деревянная ванна. Корыто или ванна, как ее правильно назвать, или чашка для купания, я так понимаю, младенцев или чего-то. Видите, как она сделана? Сделана из дерева, выструганная. И здесь она не одна. Вот она одна. Чаша такая. Я не знаю для чего. А вот большая чаша, такая же, корыто. Вот она, смотрите, то же самое, деревянная. Вот она сделана из дерева, выстроганная. Прежде чем открыть эти ворота, наверное, придется снутри поубирать. Резали. Сейчас сюда. А потом дальше нужно будет, что с ними делать. На дрова попилится. Да тоже, в принципе, можно на дрова. Все эти жерди. Так, вот. Хлама тут предостаточно. Такого, как такового песка нету, поэтому ой, та як бляха на маслі, гля. Ти бачиш? Тут гараж. Красота. Та то есть з ній нічого не буде. Буде на тріски. Та то ще баба там лишила від на тріски. Комусь це придадуть, а то. Це потім розрубається, попиляється на дрова. Це так, ось бачите, яка вещь. Крутила. Що тут крутило? Там щось. То ручною було, тут ще мало бути колесо такої желізної великої, або ту, або з того боку. І теж ручка, і так
Крутили, да? там або просівало щось, або щось таке. Ну то вже старих людей не є, вже це не є кого попросити. Ну да. Так, а що з нею робити? Її... А тут ще висипало щось. То Ну може, да. то може зерно сіяло, або що. Ти це закривала. Це ти свідиш. А тут то ходило, то воно мало що просіювати. Ну да. Або там не так, і там. Це ж, щоб ніхто не вкрав. Це теж таке. Зацепиться. Сейчас я. Я і свій мусор заодно. Ну так правильно. Это, наверное, сейчас. Така, що не туди брошу. Оце ще можна порізати буде. Ті вони були, але дерев'яні. Да, висохнуть. Стали йому там щось банка лишили і закрили його в коморі. Пішли в Березний, ми чекаємо цілий день, кота нема. Поки у вікно він в коморі, то й не вбачили, що котик наш там є. Але ми не приходили, ні, майже так ми вікно путхили, бо там було лопнуте скло, коли кота закрили. Оце. Або такого, як ту, а де вчора був, то він би то швидко зрунів. І корить. Та там зробив дорогу, руну у дворі. Що зрив. Да? Все. І то все одно треба буде вбирати. А то ще раз треба йти. Та там ще, там, да. То треба десь туди. Добре, що тачка. Щось він туди пішов. Ні, а чекайте. Два хватить. А? Та що не хватить? Та більше 4. Галя, ну дивись, ровно чи ні? Вище. О, десь так. О, десь так. Ой. Хватить два.
Ну и в принципе вот как выглядит. Сейчас здесь место освободили. Сейчас он тряпки я оттуда еще выкидываю какие-то, тоже сейчас их спалю. Вот. В общем, места тут для автомобиля полно. А вот это вот мельница. Как вы видите, я убрал сюда ее. Что-то мне жалко ее стало ломать. Не знаю я, что с ней делать, с этой мельницей. Так. Здесь, друзья, стояла печь. Вот такая небольшая, квадратная. Ее называют кахля. Здесь, на Закарпатье. Я ее здесь, она уже такая была вся потресканная. Я ее разобрал, эту печь. Вот. И теперь мне нужно вот эту дырку зашить. Вот это тут, я смотрю, раствор, его нужно будет сбить и нарезать досток. Таких вот. И зашить эту дырочку, чтобы холодильник, вот он рядом со мной стоит, можно было поставить сюда. Сейчас я здесь замерю приблизительно длину. Два куска по 1,5 метра обрежу. Так. Такой вот рейсмус. Так, и резиночки надо одеть, чтобы он не тарахтел. На ножки. Есть вот тут вот шкала. Вот тут вот шкала. Вот она. В общем, где-то троечка, доска 30-ка. Под троечку подгоняю, а потом уже буду. Вот видите, красная идет. Вот уже около троечки. Сейчас, наверное, эту сниму. Она не нужна, потому что она забивается. Без нее буду. Так, доску. Ну, в принципе, одна готова. Сейчас вот эту. Оборот назад.
Ну, в принципе, все. Подогнал я их в один размер и одну сторону. Ну, эту подровнял, конечно, то, что все равно там будет лежать. Ну, не балочка, а рейка. На рейку аж она будет ложиться. Вот. А теперь нужно торец этот снять. Ну, не знаю, я, наверное, просто рубанком сейчас сниму. Поехали. Есть. Все. Больше не буду. Обломать. И сейчас торцы подровняю, чтобы хорошо доска к доске подходили. Так, сейчас я рейсмус уберу и остаток положу доски и двумя саморезами по бокам закреплю досточки и прорубаю торец. Вот этот торец, она вот неровная, кривая вся, вот этот вот. Нужно его подогнать рубаночком, сделать, чтобы было ровно. Но у меня есть электрический рубанок, сейчас я попробую электрическим рубанком. Кстати, тем рубанком, которым я стол строгал. Кстати, друзья, если кто не знает, этот аппарат называется Шторм 14203 ТН 14203 Рейсмус. Так называется. Значит, уже не помню я его, честно, если характеристики, ну, около, по-моему, около 2 киловатт мощность у него. Ну, такой добрячий. Вот. И захват у него, видите, сколько здесь, я не знаю, по-моему, около 30. Вот. Да, даже больше 30, где-то 30, ну да, сейчас скажу, 31,5 захват. Вот здесь, видите, вал, здесь, вот он, вал. Здесь он, вал на 2 ножа. Вот он, видите, какая ширина захвата. 31,2. Вот. И он должен, он в принципе должен выбрасывать вот сюда. Ну вы представьте вот такую стружку длинную, она становится вот здесь вот поперек, в этой дырке. И он забивается быстро и, короче, очень неудобно с ним работать. Поэтому я его достал, болтики сюда на место прикрутил, вдруг что. Если им удобно с этим работать, если что-то узенькое сюда запускаешь. Узенькие речки, тогда он сюда вылетает спокойно. Аж летит так, что шуба заворачивается. А так, ну, такая длинная стружка. Вот смотрите, вот она, какая стружка. Она вот так вот становится поперек. И все, и забивать мгновенно. И каждые 3 секунды его вытягивать. Просто замучаешься. Теперь я на черновую сторону ложу эту доску. Ложу вот так. И сейчас, в принципе, в торец саморез закручу. И по бокам 2 самореза, чтобы доска не падала. И рубанком пройду. Закручу саморезик один. И сюда 2 по бокам. Чтоб не упала досточка. Так, ну все. Одна готова досточка. Сейчас вторую.
Так, и с этой стороны. Ну, вот так вот как-то будет. Есть. Отрезаю. Так, пойдем примеряем. А тут доска вот она мешает. Не доска, а рельса упирается, бляха-муха. Надо выбрать как-то. Так вот немножко выбрал. Так, вторую досточку. Ну, друзья, вот так вот оно все выглядит. Сейчас она белая, потом, я думаю, оно все закрасится. Вот, потом я линолеум накрою, и ничего видно не будет. Ну, как видите, здесь я место освободил под машину. Теперь сюда машиной, когда я приеду, можно будет спокойно заезжать. Чтобы сюда заехать, нужно заехать в ту сторону. Но дело в том, что там была загородка, я ее огорожена, здесь во дворе была, как вы видите, сетка рябицей. Вот, я ее обрезал, сюда завернул. Она будет затянута вот посюда, сетка рябицы. И вообще этот забор не знаю еще, я не подумал, что с ним делать. Может, я его вообще уберу или просто расширю аж за то дерево. Вот так вот сделаю поуже здесь огородик. Вот, но теперь здесь проблема, друзья, стоит в чем? В том, что вот здесь вот где я начал копать, вот видите, вот забор заваленный. Здесь был вот этот забор. Вот он шел от этого столба. А второй столб, вот я его отрезал, был сюда. И ворота открывались вовнутрь. Но смысл в том, что если ворота будут открываться вовнутрь, они мне будут мешать для въезда, выезда автомобилем. То есть это не вариант. Значит, сейчас я хочу сделать, ну, хотя бы такие временные ворота, будем говорить. Кто-то мне говорил, что временное это постоянное, но нет, это будет временное. Чтобы здесь закрывали, чтобы сюда какие-то бродячие собаки не забегали. Вот, поэтому я туда закопаю столб. Вот. Или, возможно, даже к дереву прибью его. Внизу поставлю на что-то. И вот так вот две перемычки к дереву и прибью. Дерево уже старое. Вот. Скорее всего, так и сделаю. От гвоздя дереву ничего не будет. Вот.
стол будет стоять вот так и сюда. И сделаю так, чтобы калитка открывалась наружу. То есть сюда одна половинка и туда вторая половинка. И тогда она не будет мешать ни выезжать отсюда, ни заезжать. А к чему я хочу это все сделать? Должна жена сюда приехать посмотреть на наше приобретение. Чтоб она не испугалась сильно. Опа. Пластушки эти тоже туда. Опа. Надо отвести. Отлично. Еще одну пилю. Такую же. 1,50 м. Будет хорошо. Нижняя сторона. Так, и теперь нам надо выставить, чтобы они параллельно, чтобы я выборку сделал ровненько. Расстояние между здесь и там. Так, тут у нас 96. 96. Це відрізати,
Там за подлесу. Есть. Так. Подтягну і намечу, щось тут мені обрізати треба. Так. Є. Подложу.
Но это будет вот так выглядеть половинка. Теперь нужно здесь вторую половинку. Выкопал я небольшую ямку. Тут камней тьма в земле. Вот. И, наверное, больше я ее копать не буду. Надо подготовить столб. Вот он столб. Вот этот край. Так. Вот так вот ровно. И вот этот вот. Мгм. Так. Все-таки не захотел лезть. Так. Не хочет. Залазит вот так вот. Вот. Так, наживил, сейчас посмотрю.
Ну-ка. О, столб стоит, как вкопанный. Все, и теперь можно делать вторую половинку. Так, намечаю поперечины. Вот эти стоячки, которые будут стоять на половинке калитки. И зарезаю их сразу наполовину. Пять. Два с половиной. Есть. С этой стороны. Два с половиной. Два с половиной. До кучи. И эту длинную сейчас вырежу и состыкую с одной поперечной. Потом посмотрю, какую длину мне вырезать, чтобы поперечная была вплотную к столбу, чтобы навесы закрепить к нему. Вот, потому что я еще не знаю, может быть, придется еще под навесы вырезать в столбе такие пазы. В общем, сейчас посмотрю, как получится. Так, это у нас будет вот так вот. Опа. Я, если честно, не уверен, что и уголок ровный, но приблизительно будет так. Так, где наш молоток где-то? Есть. Вот так вот. Видите, как у нас красиво получилось. Вес нужно будет тут.
Так, ну и вырезаем вот эти вот кусочки. Там и там. Эти поперечные стоечки приготовил, а это еще длинная будет. Поэтому сейчас я ее вырезаю и выкалываю. Так. Так, есть. Так, что-то длинное получилось.
Ну и сейчас сделаю откосные две. Сюда и сюда. Потому как, ну, одной откосной длинной такой будет мало, она будет плохо держать, тем более такая. Вот так вот, две. В середину и сюда будет откосная. Так, 2,30 посередине, 2,30, метр 15, 115. Вот она. Так, и вторая. И это сюда посередине. Вот так вот. Опа! Зашло как. Ну и, друзья, вот как-то такой вот получился каркас. Теперь его, в принципе, можно обшить, ну, чем угодно. Вот, можно обшить, конечно, лучше всего это рябицей сеткой. Она легкая, в принципе. И вот так вот я ее подошью все.
Надо расплести здесь ее, вот эту вот последнюю, чтобы она не цепляла. Так, а где она? Вот это. Тут как-то зацепилась. Тоже. Ага, вот так вот. Так, а где она тут? Отлично. Теперь здесь. Вот и в принципе все. Ну а здесь мне нету больше рябицы на эту сторону. В общем, не знаю. Пока будет останется так, а потом будет дальше видно, чем ее обтянуть. Не знаю я. Чем-то надо обтянуть какой-то сеткой. А какой сеткой? Не знаю, у меня пока нету ее. Фух. Красота. Да, друзья. Как тут все-таки классно. Ну и вы как поняли, сделка наша состоялась. Вот, я этому очень рад. Несколько дней провел я здесь, около недели. Немножко наводил порядки в комнатах, во дворе. В общем, что было в моих силах, практически за это время я сделал, что смог. Вот. Ну а сегодня последний день моего здесь пребывания, и я буду выезжать домой. Сейчас покажу вам весь домик, как говорится, что я сделал, ну и какая еще предстоит работа. Я сейчас захожу к себе во двор. Вот это вот хозпостройка, как вы поняли. Здесь сеновал и все остальное. Тут хлев был, мололи зерно. В общем, все, что сделали. Значит, здесь был вот такой вот забор старый. Я его завалил и, в общем, на скорую руку, что было под руками, сделал вот такой вот небольшой импровизированные ворота, будем говорить так, чтобы чужие люди не заходили сюда.
даже не чужие люди, а здесь, в принципе, никто не зайдет, потому что, как вы поняли, здесь люди живут так компактно в одном месте. Вот здесь вот, как вы поняли, я сделал гараж небольшой для своего автомобиля. Стоит машина. Сейчас я включу свет. Вот. Значит, тут я убрал все, навел порядок. Кстати, вон там в углу так и осталась мельница стоять. Сразу здесь приобрел я лес, вот, для строительства. Ну а здесь еще предстоит много работы для того, чтобы вот это все расхламить, чтобы попалить. Видите, здесь даже сено осталось. Ну и пойдем дальше. Это тоже здесь во дворе летний такой, летняя кухня, как ее, правда, назвать, шалаш, халабуда, не знаю я. Вот, ее нужно сносить, она здесь не нужна. Такая речушка, видите? Вот она. Шумит целую ночь. Выйдешь, она вот так вот шумит. Здесь вы, как видите, тоже импровизированный мостик, чтобы сходить к хате, подходить. Вот. Давно уже сюда никто не ходит. Ходят с обратной стороны, так как там через эту речушку сделали заезд. И заезжают со двора. Вот это тоже, как вы поняли, это ворота были, которые был подъезд сюда, ну, к дому. То есть здесь нужно будет тоже наводить порядки. А вот сюда, вот, друзья, вот в ту сторону уже идет, вон пошла дорога. Это уже пограничники. Приблизительно, вон, где вы видите, вот там вот вершинка, это метров, ну, может, 500-700 отсюда начинается государственная граница со страной ЕС, Словакия. Ну, как-то так. А вот он, как вы видите, домик. Сейчас он плохо видно, я против солнца. Заходим в дом. Вот мы, друзья, и зашли в дом. Вот этот телевизор, конечно, я уже приобрел здесь. Печку приобрел здесь. Вот. Ну и поставил умывальник сюда. Так как вы поняли, воды здесь нет. И вот такой вот умывальничек, майдадыр. Печка это, будем говорить, для того, чтобы, как она, не отопительно-варочная, есть отопительно-варочная печь, а это просто-напросто варочная печь. Она, вот она отопит эту комнату, где будешь ты готовить, и все. Если это лето, то готовить на ней, конечно, будет невозможно, так как здесь будет очень жарко. Вот. Поэтому я хочу ее переделать и сделать вот эту стену, разобрать ее и сделать здесь полноценную грубу, чтобы она грела и эту комнату, и ту комнату. И сделать печь, как говорится, отопительно-варочной. Ну и вот следующая комната. Ну и вот она, вторая комната. Как будем говорить, жилая комната. Вот такая вот комната. Эта комната приблизительно 17 квадрат. Здесь, друзья, как вы видите, торчит с печки тоже выход. Здесь стояло, вот где пятно,
заложена новыми досками. Это я уже сделал, чтобы не было здесь дыры. А здесь стояла печь. Она уже была, в принципе, наполовину разваленная, потрескалась, отошла от стены. Ну и, будем говорить, она развалилась. Ну, и вот такая комната. Конечно, здесь требуется ремонт. Есть вон трещины различные, видите, вот на потолке. Но все это поправимо, все это можно сделать. Были бы руки, как говорится. Ну и, друзья, вот так выглядит этот домик. Не знаю, как вам. Недостаток большой то, что вот в этой комнате одна розетка. И везде так раньше было. Я помню даже тот дом, в котором я сейчас живу. Когда я заехал, мне пришлось сделать полностью проводку. Так как было там в каждой комнате по одной розетке. Это невозможно. Вот тройник вставляешь в розетку, и все в тройнике, будем говорить, розетки заняты. Поэтому нужно будет делать, конечно, здесь полностью разводку электрическую. Ну, это будет видно дальше, как, будем говорить, сложится жизнь. На этом я буду заканчивать свое видео. Сейчас я собираюсь и выезжаю в дорогу. Все, друзья, до свидания. Пишите в комментариях, как вам понравилось мое видео, какая здесь природа. Я на что смогу, на то и отвечу, друзья. Все, до свидания, до новых встреч на моем канале. И не забывайте, друзья, обязательно подписываться на мой канал. Пока.